Всем привет! Мы по-прежнему в Камбодже. Продолжаем читать кыргызский народный эпос Манас. Остановились мы сегодня на главе «Свидание Манаса с Каныкей». По совету Алмамбета Манас перед выступлением в поход заезжает к своей жене Каныкей. Предложив Манасу и его дружинникам прощальное угощение, Каныкей преподносит им подарки, заранее приготовленные ею на случай похода. Здесь все необходимое снаряжение, и одежда, и доспехи, и оружие. Алмамбет Манаса нагнал, рядом поехал с ним. «Я доволен, мой лев, тобой, и доволен был бы судьбой», сказал ему Алмамбет. «Но одно сокрушает меня. Кырык-Чоро обижает меня. Киргизами они рождены, корят меня тем, что я у Бейджинской рожден стены. Говорят, из калмаков ты, с нами не одинаков ты, за тебя высокой цены ни один правоверный не даст. Цена тебе та же, что и рабу. Ты не брат нам, презренный раб. Язычник ты, пустосвят. Вот как меня честят. Но не об этом, мой лев, я речь хотел повести. О достойнейшей Каныкей, о супруге третьей твоей, речь я хотел повести. Карахана, мудрая дочь, перед походом помочь. Может нам советом она. Лучшая из гадальщиц она, лучшая из вышивальщиц она, лучшая из прах и ткачих. Если раньше заглянем мы к ней, будет легче нам в землях чужих. Заглянем к твоей жене. Мудрецом был твой Алмамбет, меток был Алмамбетов совет. Манасу он был по душе. В тайну грусти он львиной проник, в душу сын Бейджина проник. По родне нечестивцем он был, на войне прозорливцем он был. Угодил Манасу Чоро, умел тайну украсть. Угадал он, какая страсть угнетала Арстанов дух, умея не только прясть, утешит супруга его. Отправился к третьей жене, к своей Каныкей Манас. С ним 40 его друзей, ехали в Орду Каныкей. Прежде чем ко дворцу Каныкей приехали 40 друзей, сквозь червонные ворота его заглянем украдком к ней. К умнице и красавице Каныкей. Если он не заедет ко мне, будет плохо ему на войне, пропадет в чужой стороне. Во дворце говорила она, 40 замужних подруг, чтоб делали с нею досуг. Вызвала умница Каныкей, одна учтивей другой, одна красивей другой. Собрались они в кружок, пахли травами их тела, глаза их из-под бровей сверкали, как зеркала. «Пойдемте встречать гостей», так сказала подругам своим тетка твоя Каныкей. «У ворот дворца своего, султан мой», сказала она, подпирается палкой хромой. Пословица древняя говорит, знаю я та, что слова вас ждет, что султан мой войско ведет, что походом султан идет, но не знаю я одного, куда, зачем, на кого. Нахмурил брови колбан, гневом был обуян, как Джолбар с хвостом завертел, ответить ей не хотел. И опять Алмамбет помог. «Тетка моя», он сказал, «гора Каспанская есть, ворота бейджинские есть, кочевье Табылгинское есть, кони там исполинские есть, 60 там джайсанов есть, младший брат там тем джайсаном я, и рожден Азизханом я. Мы на сына Калдая идем, на поганого Канурбая идем, и с тобой проститься хотим, твоим советом теперь мы заручиться хотим». Рта он еще не закрыл, а уже почтенный Кыргын спешился, похлопав коня, и другие Чоро вслед спешились мечами звеня. 40 подневольных девиц, скрытниц и благовиц, спеша батырам помочь, слетелись быстрее птиц. Каждая иноходца ведя, к медным кольям ведя, смеясь и проказя пошли, к золотой коновязи пошла. Прикрутили они коней, слез конкор Саккулы, слез он важно с седла, сладостная Каныкей, тонконогую лошадь ту собственноручно взяла. Сильными руками взяла, и у золотого кола
стал землю рыть Аккула. Стала хлопотать Канекей, двигаясь, как стройный элик, пригласила в шатер гостей, и Манас к ней первым проник, а за ним все 40 чоро, льва сопровождая вошли, старшинство соблюдая вошли, вежливо приседая вошли. Стали гости пить натощак, опьянил их крепкий арак, одурманились там, питьем кумысным они, очаровались там, столом живописным они. Отпускали шуточки там, девушкам бескорыстным они. Зашумело у них в головах, стало им жечь кишки. Капли пота сверкали на лбах, развязались у них языки. Новые напитки еще Канекей придвинула к ним. Веселость прихлынула к ним, скромность покинула их. Расхвастались, не стыдясь. Всех ученостью я затмил. Вскочив, один закричал: «Въедливыми вопросами я важного хаджу утомил». А я, другой, закричал: «Невежеством всех затмил. С самыми темными я в невежестве состязаться могу. Я всех бы их разгромил. Ссора нет у меня в мозгу». Уймите хвастливый крик, улыбаясь, сказал старик. Убеленный сединами старик. Кто ученостью нас пугал, тот мало ее припас. Первый попавшийся аксакал, ее бы живо растряс. Кто невежеством щегольнул, тот тоже нас обманул. Истинный невежда лишь тот, кто к Манасу еще не примкнул. Привстала умница Канекей и такую речь повела. Слушай, друг Манасов, Аяш, уважаемый Алмамбет, слушайте в перезвоне чаш, Кырык-Чоро, мой добрый совет. Как мелкий лесной мураш, кишит неприятель ваш. Китайцам ведь счета нет. Чтоб помочь от знойных лучей, чтоб стужа вас не трясла, чего я не припасла. Чехлы есть для ваших мечей, чепраки есть для ваших коней, чулки есть для ваших ступней, чесаная овечья шерсть. Чресла бы вам облегла, до утра пережить бы вам. Все у вашей заловки есть, время для подготовки есть. Вдоволь сноровки есть, кошмы для ночевки есть, кузнецы для подковки есть. Кариокие тут плутовки есть. «Не надо нас соблазнять», — ответил ей Алмамбет. «Время нам негоже терять. Седло на ложе менять. Обойдется дороже рассвет, перестанут звезды сиять, переход наш благословлять. Помни, что твой супруг племени киргизского рукоять, покорный как меч мы ему. Помни это, Аяш. Под силу тот меч кому нас к Бейджину Манас ведет, родины своей рукоять». Не стала ему отвечать лукавая Канекей, заиграла глазами она, загуляла плечами она, за пояс взявшись рукой, загремела ключами она. Из тех золотых ключей ключик она взяла, 30 отборнейших силачей она к себе позвала. Ключиком тем казну заветную отперла. Зиат знатный куржун силачей захватили из кладовой. Затаившим дыхание гостям зрелище-то было первой. В 3 обхвата был этот курджун, полосатый этот курджун. Нах поднять бы его не смог, надорвался бы под ним и лег. Разве только сила слона, чья подобна кряжу спина, под такую поклажу годна. «Угадайте», — молвила Канекей, — «что внутри курджуна того? Если пыль, я сдуну с него, если руку засуну в него. Колпаки тонкорунные, я из курджуна того извлеку, подарю вам по колпаку. Будет вас, аяши мои, бейджинское солнце жечь, безумные жажды стеречь. Летом там без еды, легче, чем без воды. Ваши головы уберечь, колпаки должны от беды». Состригши с кедиков руно, на шесты натыков руно, его 900 старух стали ногтями чесать, сделали мягким, как пух, девушки его стали катать. 9 месяцев из него
ворсинки таскали они, волокна сучали они, войлок сбивали они, волдыри вспухали у них, волхвы врачевали их, воины вздыхали о них, высокие колпаки. Выкроили из шерсти той, выделили каждый колпак выпушкой золотой. Взрослый верблюд цена колпаку из такого сукна. Кто получит колпак такой, пусть трудится, жары не боясь, как верблюдица, жары не боясь. А чтоб вам зимой не простыть, что же нами сшито для вас? Как вам я в зимнюю стужу быть? Будут уши открыты у вас, будет нечем носы прикрыть. Понадеются на холода, потревоженные города, отгороженные лютой зимой. Обложенных стен тогда, обмороженный киргиз не возьмет, осрамившись, уйдет домой. Чтоб тогда не сказали вы, что хозяйка плохая я, на каждого для его головы сшила по малахаю я. Засадила я снова старух, девушек засадила я, сшит на каждого бобровый треух. Скажите, не угодила я? В каждый такой тумак вшила по 2 бечевки я. Если те бечевки связать, на любой джигитовке он, в любой потасовке он, с головы не будет сползать. Стужа щек не будет кусать, цена ему взрослый верблюд. На лету жужжала и бурча, наконечниками бренча, стрелы на вас потекут, тело любое проткнет, та стрекочущая саранча. Вас молитвы не сберегут, воину нужен чапкут. Вам нельзя без чапкутов идти, 8 слоями одежд, тел своих не укутав идти. Есть высокий чоро среди вас, есть низкий чоро среди вас узкоплечие есть, весом всех превзошедшие есть. Кто как грузин, кто как сложен, выведала про каждого я, воевать помогает швея. Выучила я наших жен, выкройки готовить для вас. Чтобы сшить чапкуты для вас, нужен был мне прочный кырмыс, нужен был восточный кырмыс. Я велела ткани скупать, в Бомбае и в Андижане скупать, в Иркстане и Туркестане скупать, в Койстане и в Индустане скупать, спрашивать в Анжин и Манжи, в Кабыл и Калум заглянуть, встречные караваны встряхнуть, у ткачей в Карашаре просить, средь арусов в шаре просить, приходилось над тканью дрожать, над нездешним блеском ее, над каждым довеском ее. Я боялась даже дышать, над каждым обрезком ее, над каждым огрызком ее, лучшим киргизком ее я отдала стригать. Я велела нагаек согнать, я велела ойроток согнать, их под страхом плеток согнать, из 1000 по одной лишь выбрала я, для работы той вышивной. Шерсть десятков швей пожилых заставила я стригать, 40 я к ним молодых приставила помогать. Пальцы их заставляла колоть, чуть что вкривь заставляла пороть. Молодая работала с пожилой, силой они клали на слой, слой они клали на слой. Выстригать шерсть слоев надо было со всех краев. Маясь 40 дней, над каждым слоем рука, и еще прибавлялся один, сверх положенных 40. Высыпали на 40 блюд 40 блестящих груд алмазного порошка и втерли в ткань порошок, чтоб скрипел в ней каждый стежок, чтоб была она впору тяжка, прежде чем стежок протянуть, по шерсти чопкутным слоям 60 приходилось раз шепнуть аятиль швеям, из Корана кусок помянуть, прежде чем иголку вогнать. По 15 раз подряд приходилось гнуть и ломать иголочный тот булат. На подкладку пошел кадек, на отделку шелк и атлас, медью проштопаны рукава, чернью заклепаны рукава. Ни единого не заметить шва и молитвенные слова вырезаны на них, что чопкнутые вороты тяжелит.
черновонное золото тяжелит. Скрыть в каждом чапкуте том 60 зарядов сухих, шашек пороховых, шелком отделав их, швеям повелела я. Если поганый копьем заденет такой чапкут, заряды, скрытые в нем, на куски его разорвут. А тот, кто в чапкут одет, будет жить еще много лет. Взрывы его не проймут, в сторону лишь оттолкнут. Чтоб не вздумали обижаться чоро, чтоб не вздумали драться чоро, чтоб не стали чапкуты вдруг друг у друга из рук вырывать и себя на воздух взрывать, что под каждым воротом там, грамота приколота там, с именем хозяина своего, тамга припаяна для него. 40 чалбари их пар приготовила я на всех. Не прокусит даже комар кожу таких чалбар. Китайцы хитрый народ. В дебрях их древней страны ноги должны быть всегда надежно защищены. Не пробраться к вам за штаны ни стрелам, ни мошкаре, ни холоду, ни жаре. Купцы, проходившие тут, караваны, проводившие тут, клялись, что в дальних горах, крутых Дандунских горах, косматые козероги живут, бородатые недотроги живут. Шкуры толще, чем палец у них. Шатается скиталец такой, шмыгая между скал глухих. Шить чалбары из шкур таких, почетный труд для портних. 60 отборных стрелков из Манасов, брат Абыке, прислали мне с горных снегов туши этих бурых теке, толстошкурых этих теке. Я велела их ободрать, шкуры в белый сундук убрать, чтоб под жарким солнцем они не начали выгорать. Крепким должен быть наш покрой, козлиной кожи сырой. Полгода пришлось лежать, преть под яблочной кожурой. Полгода ее мне пришлось в чане дубильном держать, запахом могильным дышать. Выбран мной был скорняк, шагыл, выкуплен в Андижане был. Опытом своим нам помог этот выкупленный скорняк. Каждый выдубленный кусок под его надзором размяк. Драгоценных 40 чалбар, 90 закройщиц там. Я доверила из кожи кроить. Дала я наказ о руке, дочери волшебницы о руке. Девушек построже учить. 9 месяцев сыромять ту давили зубами они. Края ее смачивали во рту. Стискивали зубами они, кусали ее и жуя. Каждая старалась швея, чалбарные выровнять швы, чтоб гладки были те швы, чтоб в порядке выход рубца из подкладки был и с лица, наподобие чешуи, насекомого или змеи. Положили к стежку стежок, портнихи эти мои. Целой пары чалбар цветных не хватило каждой из них. Взяли по половине они, расшивать по штанине пришлось, каждой рабыне пришлось. Булатные опилки к тому же за подкладкой помещены, знатные получились штаны. Загнется стержень копья, но дыры не сделает в них, не проколоть их копью. 65 кулаками били по ним, колотили их мои силачи, крепость их проверяла я, краски их растирала я. Дробью их расстреляла я, вреда им не причинив. В костры их швыряла я, топливо подбавляла я. Не повредил им огонь. Породистый, лучший нар, пары таких чалбар. Дешевле в 7 раз, клянусь. Камень круч бейджинских горяч, кусает ноги песок. Кумган холодной воды, постояв на таком песке, превращается в кипяток. Чтобы легок был долгий путь по таким горячим пескам, чтобы не было худо ногам, надо крепко ноги обуть. Нелегок сапожный труд, нужен тут осторожный труд. 40 пар походных сапог сшили вам для любых дорог. Не сгорят в мертвящем песке те скрипящие кокджеке, золотые гвоздички на них, медная отторочка на них. Каждый звенит сапожок, выдолблен тайничок, сапожником в каблуке, звонкие бубенцы, сапожки хитрецы, спрятали в
Корджеке. Вот как я старалась для вас. Летние пайпаки для вас парчою обведены, зимние пайпаки для вас лисьим мехом защищены. На портянке белый кадек, чтоб китайский их меч не рассек. Затратить велела я, драгоценный этот запас, все, что было сшито для вас. В огромный курджун вошел, оттого он так тяжел. Китайцы – древний народ, впереди тяжелый поход. Быть может, и через год вам язычников не сломить, под звенящими стрелами вам придется путь пробивать, как вернуться целыми вам, как с таким врагом воевать. Да хранят вас чаро небеса, есть особые для вас пояса. Незаметны на них и швы, вот как работа чиста. Опояжьте ими вы мужские ваши места, этих мест китайской стреле не дадите вы осквернить. В безопасности и в тепле их сумеете сохранить. Хватит этих вам кушаков, чтобы груди опеленать, чтобы сердце своих толчков не должно было обрывать. 40 черновонных щитков укрепляет каждый кушак, 40 алмазных глазков украшают каждый кушак, и молитвенные слова вырезаны по краям. Вот как я старалась для вас, вот что приготовила вам. Весь курджун на вас трачу я, 84 чанача. Я проходу боевого клада. Я пороху боевого кладу. 100 пуль, вот вам слово, кладу. Все для самопала кладу. От ножа до кресала кладу. Все, в чем можно терпеть нужду, я искусано пряча кладу. Я с молитвой горячей кладу. 40 раз фитиля одного, 50 кулачей кладу. Все, что нужно, в курджун кладу. Так сказала умница Канакей, и не все поверили ей. Но зато поверили те, что были других умней. Слух она усладила их, словом своим польстила им. Сладила с трудным делом она. Слепо ей верьте, Арстан сказал. Слабой женщине верьте, сказал. Если я стану бронить ее, мать и отца чернить ее. Если плетью хлестать начну, если другую возьму жену. Пусть Аккельте продырявит меня, пусть копье окровавит меня, пусть Аркан удавит меня. Вот как сказал Манас Канкор. Вышли они на степной простор, видят арабские скакуны. 40 коней у шатра их ждут. Сбрую нетерпеливо грызут. Крупы в тигровых шкурах у них. Седла в мехах бобровых у них. 40 мешков пуховых у них. Каждый на 3 подпругах висит. Золотом сбруя отягочена. Земля копытами взрыхлена. Змеиным извивом спина зыбится у каждого скакуна. На конях доолы висят. По доолу у каждой луки, золотые у них ободки. Обтянут каждый доол, кожей слоновой был. И лишь к ней прикоснешься гул, от доола суровый шел. Если муха обтяжку ту задевала крылышком на лету, звон от кожи тугой слышен был за версту. Если жаворонок слегка, пролетая близ ободка, перепонку ту задевал кончиком коготка, слоновой той кожи звон слышен был наперегон. Подле каждого к тому же седла подвязана кольчуга была. Были с такой чистотой звенья кольчуг сплетены, что сквозь дыры в их сетке густой полный круг весенней луны полумесяцем лишь сиял. Вот мы и прочитали очередную главу. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Всем пока-пока.